Головокружительное здравствуйте, друзья! Как вы поняли из названия, данное видео посвящено идеальной заточке ножа. У меня как раз имеется один образец, прошедший много на своем пути и потерявший былую хватку. Не справляется с листком бумаги наш сегодняшний герой, как ни пытайся. Ну что ж, будем физически на него воздействовать. Его текущая форма нас не устраивает. Погнали! К бумагам вернемся позже. А давайте-ка замерим примерную длину тупой стороны нашего лезвия. 16 сантиметров нам хватит. Будем резать так удачно попавшийся под руку пластиковый шланг. Одолжим в канцелярии нож. Силы этого ножа хватит только, чтобы разрезать изоленту, скрепляющую шланг. Сам же шланг ему не по зубам. Сколько там было? Ага, 16 сантиметров. Спасибо за внимательность. 7 раз отмерим, это как раз 7-й, и приступим к нарезке. Обрезать нужный отрезок шланга нам поможет данный секатор. Его челюстям любой аллигатор позавидует. Пара кусательных движений, и шланг стал короче на 16 сантиметров. Теперь приступим к данному отрезку. Для удобства и аккуратности проведем маркером линию. Как вы можете знать из наших роликов, просто так мы на вещах не рисуем. Если есть линия, значит на ее месте скоро будет разрез. Болгарин, милости просим пройтись по отмеченной линии. Насквозь только будь любезен не проходиться, нам нужно отрезать лишь одну часть шланга. Громкий процесс завершен, все участники свободны. Удостоверимся, что разрез сделан по ГОСТу. Да, все в порядке. Можем примерять. Что ж, сидит надежно и смотрится неплохо. Одобряю. А вот и второй герой сегодняшнего дня. Точильный камень. Вы приглядитесь, он отнюдь неоднородный. Половинки камня обладают разной плотностью, что нам и нужно. Надежно заключим камень в металлические объятия тисков. Теперь поделимся с камнем водой, чтобы в процессе заточки его жажда не мучила. Можно приступать к монотонным движениям. Заточку нашего ножа мы начинаем со стороны камня, обладающего более крупной зернистостью. Обратная сторона более мелкая, к ней мы обязательно вернемся, но позднее. Пока же сконцентрируемся на процессе. Для чего же нам нужен был шланг, спросите вы? Ну, раз спрашиваете, я отвечу. Шланг помогает нам поддерживать нужный угол наклона для заточки ножа. По той же причине мы и выбрали жесткий пластиковый шланг, чтобы он не прогибался от наших нажатий. На мой взгляд, для данного этапа вполне достаточно. А вот теперь настало время для другой половинки камня. Повернув камень к нам передом, а к лесу задом, также выдадим ему порцию живительной влаги. Вода камень точит, а камень нож. Вот такой вот круговорот камня, воды и ножа в природе. Убедившись в достаточной увлажненности поверхности, приступаем к заточке. Чтобы не было во время процесса мучительно скучно, представляйте себе, что с каждым вашим движением нож становится все острее и острее. Через 20 движений он способен филигранно нарезать помидор. Через 50 движений уже разрубает листок бумаги. А через 1000 уже способен разрезать материю самого времени и пространства. Но вы меня извините, времени на разрез материи у меня нет, попробуйте как-нибудь сами на досуге. А для данного этапа вполне достаточно. Возьмем брусок и кусок. Брусок деревянный, обыкновенный, а кусок кожи необыкновенный. А может и обыкновенный, я в сортах кожи не силен, свою ношу, да и ладно. Теперь нам не мешало бы данный брусок в кожицу филигранно обернуть. Предлагаю степлером воспользоваться. Мы, конечно, люди рукастые, я все понимаю, но инструментом не обделены. Со всех возможных сторон света будем закреплять, чтобы кожа крепко и плотно обнимала наш брусок. Ну, прямо как мать родную. Хватит, что ли? На мой взгляд, вполне. В дело пойдет на ура. Тиски еще не забыли запах камня, а мы в них помещаем новую игрушку. А кто это такой зелененький катится? У нас правила простые. Раз прикатился, значит пригодился. Натрем пастой Гои нашу кожаную поверхность. Обильно, пасты не жалеем. Представьте, что рисуете сочный газон на футбольном поле. А теперь, словно газонокосилкой, начинаем проходиться нашим и без того острым ножом. Нож, конечно, уже острый, но сегодня он нам нужен безупречно острый. Поэтому делаем все красиво. После этой полировки у бумаги не останется ни одного шанса устоять под натиском тончайшего лезвия. Мой дед всегда говорил, что нож надо точить так, чтобы муха, севшая на него, напополам распадалась. Надо отдать должное, мух у него дома никогда не было. Все, торжественно поздравляю с завершением процесса.
лучше уже некуда. Смотрите, какой красавец. Красив, остр и особо опасен. Лезвие блестит и вызывает чувство опасности и уважения. Давайте же используем его в деле. Бумаги на стол? Ну что ж, вот и настал момент истины. В атаку! Никаких шансов. Лезвие нарезает бумагу без труда и зазрения совести. Вот, кажется, я и нашел себе занятие на оставшийся вечер. Пока всю бумагу в доме не скромсаю, не успокоюсь. А вот для вас у меня есть более продуктивное предложение по проведению досуга. Посмотрите вот эти ролики, что появляются у вас на экране. В них вы найдете массу полезных и интересных лайфхаков с нашего канала. А также не забудьте подписаться и ударить в колокол, чтобы не пропустить свежие видео. До скорой встречи!